Всем привет! Сегодня я вам проведу вводный курс по установке и запуске первой программы на Python. Если вы человек, который вообще не разбирается в программировании и хочет начать, то сегодня у вас получится это. Вы сделаете первый шажочек на пути к программированию. Для этого я просто ввел Python в поисковую строку. Мне выдали вот ссылки с таким значком. Переходим на Python, либо на python.org. Просто сайт переходим. Здесь есть кнопочка Download. Скачиваем. Я ее уже до этого скачал. Просто открываем ее. Запускаем. Тут у нас выбор установки. Мы можем нажать добавить Python to the patch. Это версия Python. Добавляем, чтобы у нас было, чтобы мы имели доступ к Python из командной строки. Просто устанавливаем. Он сейчас быстро установится. У меня уже есть установленная версия Python, другая, более старая, но я решил обновить. Мы можем также устанавливать себе на компьютер несколько версий питонов. Просто надо будет их разделить тогда какими-то псевдонимами. Назвать чуть по-другому, допустим, Python и название версии. Так часто бывает. Кому следует изучать Python? Да вообще любому человеку, кто связан с программированием. Потому что вы сможете на нем делать какие-то вещи аналитические и писать серверный код и много других вещей. И зарплаты, вакансий очень много по питону, зарплаты хорошие, писать на нем приятно. Сам по себе говорю на личном опыте. Сейчас он у нас установится. Pip является как бы менеджером пакетов. Необходимая вещь в разработке. Если вы, допустим, ведете Python HHRU, то вы увидите, сколько вакансий есть по питону, к примеру, в Москве. Как видим, 2500 вакансий только в Москве. И зарплаты здесь начинаются не от 40 тысяч рублей, как видите, а уже от 90 тысяч и выше 500 вакансий. Ну и дальше больше. Так, питон у нас, как я вижу, установился уже. Disable patch длина, изменение машины конфигурации. Так, это не будем делать. Сейчас будем проверять, установлен ли у нас Python. Для этого заходим в командную строку. Я смотрю, у меня есть Python версии 3.7. Это мой старый Python 3.9.2. Так, как вижу, у меня Python установился, но осталась только старая версия. Для того, чтобы найти нам новый Python, нужно поискать. Вот, я нашел, где находится программа. Сейчас переходим в эту папочку, где находится программа. Как видим, он также называется. Соответственно, он добавился, вероятнее всего, с таким же названием в системные переменные. Но он нам не подключается старая версия, потому что находится раньше, чем эта программа. Так, для этого перехожу в системные переменные. Так. Изменение системных переменных. Отлично. Переменные среды. Системные переменные. Как видите, у меня есть папочка с питоном. Угу. Так. Я не вижу здесь пути к Python. Посмотрим локальные установки. Здесь я тоже не могу найти. Соответственно, как видим, нету системных переменных пути к питону, к установщику. Для того, чтобы нам добавить, мы просто нажимаем создать. Если это Windows 10. Переходим в папочку, где установлен Python у нас. Так.
Нажимаем создать. И в самый верх добавляем. Все. Сохраняем путь. Окей. Открываем заново командную строку. Так. Python. И как видите, у нас теперь версия Python стала 3.9.2. Новая версия Python осталась. Хорошо, давайте проверим. Напечатаем что-то. Допустим, у нас name, my_name переменную создадим, которая будет равняться input your name. Что я сейчас делаю? Я написал базовую команду, которая создала переменную my_name и написал вызов инструкции как input. Это инструкция для получения данных из командной строки и возврат этих данных в переменную my_name. Выполняем. Так, что-то какой-то глюк у меня. Вот. Input your name. Пустим. Ой, Демон. Ну ладно. Теперь мы можем распечатать my name. Как видим, все работает. Все, выходим из командной строки. Так. Я перехожу в папочку, которую ранее создал для урока. И создаю здесь файлик. Я создаю простой текстовый файлик, который назову скрипт, пусть будет просто, с расширением py. Это расширение файлов Python. Так как у меня нет ассоциации сейчас, нет, есть ассоциация, да, у меня установлен PyCharm, подтянулся. Дальше я открываю Visual Studio Code. Вы можете в обоим тексте или в любом другом, хотя бы хоть в текстовом редакторе, этот файлик открыть. И напишем базовую команду. Такую же примерно, которую мы писали. Допустим, name input. Так, я нажал input your name. Все, сохраняю файлик. Видите, Visual Studio Code мне предлагают установить Python расширение, чтобы можно было, чтобы была проверка скриптов на Python. Я нажал установить. Если у вас не высветилось на Visual Studio Code, тогда нажимаем Extensions, либо Ctrl-Shift-X. Сюда переходим и пишем Python. И устанавливаем какое-нибудь расширение, которое будет у вас проверять, валидировать ваши скрипты. Я установил просто, которое подсказки высветилось, какие-то предупреждения. Ну ладно, не буду читать там, что написано. Неважно. Print your name. Name is. И добавим, выведем потом еще нашу переменную. Your name. Как видите, в Python конструкции, которые мы пишем, не нужно закрывать точкой с запятой, либо функции, которые мы пишем, не нужно закрывать будет точкой с запятой, но какие-то вложенные конструкции надо будет отделять табом, либо пробелами несколькими. Сейчас мы запустим эту команду. Заходим в консоль, просто нажимаем консоль, терминал, и пишем Python. Кстати, можем версию проверить. Видим версия 3.9.2, которую мы только что установили. Пишем Python, скрипт. Видите ваше имя, Дима. Видите, все у нас сработало великолепно. На этом все. Я буду еще делать уроки по Python. Сделаем с вами какое-нибудь простое приложение, серверное какое-то веб-приложение простое, чтобы показать, чтобы сделать
чтобы показать, что разработка на питоне является точно такой же, как и разработка либо на JavaScript, либо на PHP, просто будет отличаться синтаксис. Но самое главное это знать принципы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи вам!